Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как делать шоколадные туфли. Это делается быстро. И для этого нужно вот такой термометр обязательно, потому что нужно правильную температуру. И вот такие вот формы, вот такой вот сапожок. Вот он в готовом виде. Вот такие я сразу выписала 3. Сперва одну, потом еще 2 для своих девчонок. И вот они вот такие вот получаются. И вот такую балеринку, потом я ее как-нибудь тоже покажу, как делать. И одна форма у меня стоит в морозилке, вот эта форма. И ее я покажу сегодня, как я ее делаю. Те фотографии, что у меня сохранились, где вот эти туфли стоят на тортах, я покажу в конце видео. И то, что у меня сохранилось, что я делала как на подарок, те я тоже покажу в конце видео. Стоят эти формы недорого, по нашим деньгам это вообще недорого. И ими можно пользоваться постоянно, и как на подарок, и как на торт. Единственное, вот эта вот форма, это можно сразу делать 2, и они одинаковые. Если делать вот этот сапожок, то он только на одну ногу. Его 2 не можно сделать, потому что, видите, у него рисунок вот здесь. У этой формы вот рисунок здесь вот. Поэтому 2 тут не получится. Вот это единственная форма, которую можно сделать только 1 сапожок. Вот это балеринки, их можно тоже сразу 2 делать. И лучше, конечно, если сразу 2 формы, сразу заливать и сразу 2 ставить, если на подарок. Если вам надо на торт одну туфлю, то, конечно, можете только одну выписать. Вот я шоколад 3 раза ставила по 30 секунд. Смотрите по своей микроволновке. И он не должен быть очень горячим. По чуть-чуть включайте, выключайте и перемешивайте. Теперь нам нужно температуру сделать до 31 градуса. И мерить нужно лучше вот таким термометром. Вот у меня 41, нам нужно 31. С этим сейчас шоколадом я буду делать каблук и платформу. А белым шоколадом я буду уже сверху делать. Белый шоколад я вот выложила. Вот часть я оставила. Здесь 100 грамм. Вот такой я взяла самый простой шоколад. И белый шоколад, он немножко такой ломкий, но все равно с него хорошо получается. Вот такие вот туфли вот. И делать нужно обязательно туфли в 2 слоя. Сперва одним слоем заливать, потом вторым. И как я сказала, у меня самый-самый дешевый шоколад. Разница в шоколаде только в том, что один шоколад он более жидкий такой, а другой шоколад он такой более густой. И им не очень удобно, если он такой густой, он плохо расплывается. Все, шоколад у меня уже 31 градусов. Вот 31. Теперь я начну делать каблук. И вот так аккуратно вот тут по низу распределяем.
И то же самое делаем с другой стороны. Нужно положить так, чтобы оно не растеклось потом. Теперь делаем с другой стороны. Каблук желательно хорошо вот так наполнить, чтобы не было пустот. Теперь нам нужно их соединить. Вот тут желательно, чтобы пустот не было. Соединяем. И вот это можно оставить теперь на столе вот так, чтобы она загустела. Шоколад, чтобы загустел. Или поставить в морозилку, не знаю, минут 20 так, чтобы она застыла. Вот пока у меня там стоит, у меня в морозилке, можно ставить в холодильник. Я не люблю, я ставлю в морозилку, там быстрее застывает. И тогда, мне кажется, лучше и быстрее. Белый шоколад теперь часть я растопила. У меня 45 градусов. Теперь я добавлю часть этого шоколада. И это все нужно размешать, пока растворится. И тоже должно быть 31 градусов. По поводу шоколада. Мне нравится шоколад самый простой, самый дешевый с пеней. Он такой, как будто глянцевый. Вот этот черный шоколад, он такой, как будто глянец дает. Вот этот шоколад, он с нетто. И он немножко вот такой тоже, как царапины такие. Но самый гладкий, самый хороший мне нравится с пеней. И так как мне муж теперь купил эти, я сегодня делаю с этого. Пробовала я из кувертюра, делала 80% шоколад, со всех получалось. Туфли очень хорошо, как на подарок, в упаковочку вот так вот поставить. И тоже очень красиво, я уже много надарила. И все, кому я их подарила, у всех стоят они в серванте, в стенке. Теперь шоколад у меня уже тоже 31 градусов. Вот 31 градусов. Берем туфлю и с краю заливаем. И теперь хорошо по сторонам так хорошо должно растечься по всей туфле. И когда хорошо все растеклось, потом можно просто все вылить, все остатки. И вот теперь мы его еще раз поставим минут на 20, может быть чуть больше. Вот 20 минут прошло, я достала туфлю, теперь я залью еще одним слоем. Я уже говорила, одним слоем они могут быстро сломаться. Лучше делать 2 слоя, и тогда надежнее. И что еще хочу сказать, вот видите разницу, вот каблук и вот это.
Это уже значит, что в этом месте уже можно свободно открывать, и они не поломаются. Вот видите, вот это место, она еще не готова. Все должно быть вот таким вот. И тогда вы можете свободно открывать, и они не сломаются. Вот, смотрите, какая разница. Видите, вот здесь и вот здесь. Вот здесь она уже свободно отойдет. А вот тут она еще будет отламываться. Если вы раскроете, она отломается. Нужно дождаться, пока вот все вот таким вот не станет. Вот видите, каблук, он уже готов. И когда только тогда, когда вот это все будет таким же одинаковым цветом, только тогда вы можете открыть эту туфлю. Теперь я еще раз залью вот этим. Снова 31 градусов. 30-31. И снова залью вот сюда. Этот шоколад теперь у нас погуще такой, он будет очень плохо растекаться. И тут теперь нужно быстро, потому что он очень густой, еще и форма холодная. Теперь нужно просто быстро, иначе она потом у нас волны будут внутри неравномерно. Желательно, чтобы внутри вот так было гладко все. Все, тут выливать нечего. Тут я так оставлю, как есть. Вот здесь сверху вытираем все, что не нужно. И теперь я ставлю в морозилку, вот как я сказала, пока вот так вот все не отойдет. Вот полчаса еще поставила в морозилке. В общем, 20 минут на эти каблуки на платформу, 20 минут на один слой и 25-30 минут вот на этот. 30 минут у меня сейчас в морозилке постояло. Теперь я их достану из формы. Как я говорила, вот это должно все быть одинакового цвета, вот так вот. И теперь вытаскиваем. И брать, конечно, нужно лучше в перчатках, потому что она оставляет следы. И вот наша туфля готова. Вот здесь сбоку уберем вот эти сбоку убрать. И наша туфля готова. Вот она. Это можно и сразу их убирать салфеткой. Вот и все. Вот чуть-чуть я размазала. Вот такая туфелька получилась. Вот этот шоколад лучше белый, чем вот этот был. Поэтому смотрите по шоколаду. Я вот тут видите, немножко по-другому этот белый шоколад. Тут он вот такой глянцевый получился вот здесь. Это другой шоколад. Это уже с Лидла или с Пенни этот шоколад. Он лучше уже. В общем, смотрите по шоколаду. Но получается, по-любому, получается любого шоколада. Главное, делайте правильную температуру. 30-31 градусов. Последний слой я даже 32 залила. И все хорошо получилось.
Поэтому обязательно нужен термометр, тогда вы уже точно сделаете. И обязательно дождитесь правильного цвета, чтобы могли вытащить, чтобы ничего не сделал. Лучше подольше подержите. И еще можно растапливать шоколад и на водяной бане. Я не люблю этого делать. По мне быстро делать в микроволновке. 3 раза по 30 секунд в моей микроволновке. Вы смотрите, доставайте, мешайте и смотрите. Самое главное, я еще раз говорю, это температура. И тогда вы не будете мучиться. У меня первый раз тоже не сразу получилось. Потом, когда я уже приобрела вот этот термометр, и тогда у меня постоянно получалось с любого шоколада.